Всем привет, друзья! Сегодня расскажу про фондовый рынок и почему на нем заработают не все. Начну с того, что многие люди не знают, что такое инвестиции. Они просто смотрят график, увидели, что акции одной компании взлетели, вкладывают в него все деньги в надежде, что они заработают миллион всего лишь одним нажатием кнопки. Или увидели рекламу в интернете или в телеграм-каналах, вкладываю в эту компанию, вот я вложился, заработал миллион, и ты заработаешь. А еще им предлагают пройти платный курс по инвестициям, который стоит бешеных денег, и ведутся на это. Хотя этому можно обучиться все самому и бесплатно. И таких вот эксперты, так скажем, которые рекламируют и показывают, что они заработали, стало много именно после ковида в 2020 году. Когда во что только не вложи, любая компания показывала плюс, и многие стали считать себя вот такими вот экспертами инвестиций. Также пошла реклама в интернете, по телевизору стали показывать рекламу «Открой брокерский счет и начни зарабатывать». И вот в то время миллионы людей начали открывать брокерские счета и вкладывать во все, что только не попало им под руку, не обращая внимания на фундаментальный анализ компании. Фундаментальный анализ компании — это сколько выручки у компании, сколько чистой прибыль, долгов у компании и так далее. И вот один мой знакомый тогда тоже открыл брокерский счет, начал инвестировать, вложил 10 тысяч рублей, не помню в какую компанию, показывает мне и говорит: Диман, смотри, у меня плюс 3000 рублей чистыми. А я смотрю, что это за компания, мне даже не знакома эта компания. Я смотрю на фундаментальный анализ и не понимаю, почему она растет. Но дело все было в том, что ФРС США просто заливала деньги в фондовый рынок. И таким образом заманивала обычных людей в фондовый рынок. И при том заниматься не инвестициями, а спекуляциями. И говорили, что тут все просто, продай подешевле. То есть купи подешевле, продай подороже. На самом-то деле все это так. Но люди даже сами не замечали, как подсаживались на спекуляции, а не инвестиции. Многие даже и не знают, что при покупке акций брокер берет какую-то комиссию. При продаже акций брокер тоже берет комиссию. А также, если вы продали акцию в плюс, то у вас еще 13% налога вы платите государству, которое у вас автоматически это забирает. Но тогда, в 2020-м, действительно люди зарабатывали на спекуляциях и думали, что так будет вечно. Но настал тот страшный 2022 год, и все обвалилось. И пошла тишина. Никто больше и не говорит про инвестиции, когда раньше все только и говорили на каждом шагу: вот, в это вложился, в это, заработал. Вот, сейчас молчат, либо просто говорят с негативом, то что фондовому рынку конец, больше в будущего у него нету, что все это лохотрон. Но все дело в том, что они даже не изучали работу рынка. Как работает рынок, что происходит в кризис, как оценивать компании, что такое фундаментальный анализ, что такое технический анализ, на что нужно обращать внимание. И они даже не усредняли свой портфель, а даже просто взяли и продали в убыток свою компанию. Точнее, весь свой портфель в минусе продали, и все. И говорят то, что они потеряли деньги на фондовом рынке. Умные же инвесторы во время этого кризиса находили хорошие компании, которые будут дальше расти по фундаментальному анализу, и покупали у этих инвесторов подешевле акции. Запомните, акции вы покупаете не у компании, а у другого человека. Встречается покупатель и продавец. А у компании вы покупаете акции только один раз, когда она только выходит на биржу. Это называется IPO. И получается так, что рынок перекладывает деньги от одного инвестора в карман другого инвестора. И вот тут такой вопрос: почему один человек продает вам акции этой компании, если уверен, что они будут расти?
Скорее всего, кто-то из вас умнее, а кто-то просто делает ошибку. Фондовый рынок – это механизм перевода денег от нетерпеливых инвесторов к терпеливым. Сейчас уже идет 2023 год, акции уже начинают расти, и приходят также новые инвесторы, спекулянты. Также спекулируют на рынке. Они видят то, что акции сейчас начинают расти после того 2022 кризиса. И думают то, что так тоже будет вечно, как и думали во время ковида. И я хочу сказать, что наступит следующий кризис, когда эти же спекулянты потеряют деньги и будут также говорить то, что это все лохотрон, это не работает. Рынок просто их выкинет. Запомните, спекуляции – это не инвестиция, это игра, в которую вы играете с другими людьми. И это то же самое, хочу сказать, что лотерея, когда вы купили лотерею, повезет, не повезет. Вот. Ну, немного в спекуляциях, конечно, немного попроще. Увидел то, что рост, продай и все. Но со временем кризис, начнет все падать, и вы все потеряете. Даже если на спекуляциях у вас прошла сделка в плюс, вы не станете миллионером. Вы продолжите дальше играть. И наступит такой момент, как я сказал, да? Все акции упадут, и вы останетесь в рынке навсегда. И в дальнейшем вам придется усреднять акции этой компании. Повезет, если это хорошая компания, и после кризиса она вырастет, и вы заберете свою прибыль. Но если же это плохая компания или какая-нибудь компания третьего эшелона, допустим, то усредняй, не усредняй, вы так и не заработаете на ней, либо будете усреднять всю свою жизнь, так и не заработав на этом. Так как же зарабатывать на акциях? Искать компании с хорошим фундаментальным анализом, у которых хороший отчет по прибыли, нету долгов, либо небольшой долг. Те компании, в которых вы уверены, то, что во время кризиса также продолжится работать, да, они немного просядут, но после кризиса они также вырастут. А в кризис также, когда эти компании упали, покупать их подешевле, а не продавать в убыток. Запомните, вы не потеряли деньги на рынке, пока не продали в убыток. И вот хочу сказать про свой портфель, который в том году у меня был в минусе, постоянно каждый месяц падал минус. Что я делал? Я просто также усреднял, я ничего не продавал в минус. Я усреднял некоторые компании, усреднял валюту, смотрел за новостями, следил, какие планы у компаний, допустим, да, вот. И сейчас мой портфель в плюсе, тогда как у остальных, у некоторых, вот я у друзей смотрю, в минусе, то есть они вообще боялись и ничего не усредняли. И я не занимаюсь спекуляциями, я инвестор. Я купил и держу, и буду держать очень долго. Со временем они дадут еще даже больший плюс. А постоянная покупка и продажа акций – это не инвестиции. Забудьте то, что вы занимаетесь инвестициями. Вы занимаетесь спекуляциями. Вы, конечно, можете заниматься спекуляциями, но не называйте это инвестициями. Спекуляции не сделают вас богатыми. Богатым сделают инвестиции. Даже если вы научитесь отличать одно от другого и поймете, как делается капитал, вам потребуется для этого очень много времени. Многие потеряют деньги, потому что не хотят ждать так долго. Да, и правда в том, что у людей совсем нет желания разбираться во всех этих деталях. Люди хотят идти по короткой дороге, где есть шанс стать богатым быстрее. Они отключают свой разум и действуют на эмоциях. Выбирают легкий путь. Они видят, как в интернете или в телеграм-каналах успешный инвестор показывает красивые фото с отдыха, на крутой машине или с ресторана. И эти инвесторы, они не врут. Это всего лишь часть правды. Другая же часть правды, половина того, что они прошли очень долгий путь, где столкнулись со многими кризисами, с падением, то, что у них тоже была и черная полоса, и светлая. Это те инвесторы, которые смогли на этом заработать, которые выдержали все это. А люди видят фотографии и думают, что это так быстро.
Они бегут за богатством, они тоже хотят повторить их сделку. И это нормально, ведь все люди, мы ленивы и ищем возможность сразу разбогатеть. Мы просто хотим легких денег, но так не бывает, запомните. Итак, друзья, думаю, я смог донести до вас, что я имел в виду, почему вы не заработаете на фондовом рынке. Советую вдуматься в это, если вы занимаетесь спекуляциями, и понять, что вы делаете, чтобы не потерять на этом деньги. Итак, всем до свидания, ставим лайк, подписка, ждем следующих выпусков, до скорых встреч!